Девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». И сегодня хочу предложить вам связать вот такую красоту. Начала вязать уже еще в марте, но так получилось, что пришлось немного откладывать, все откладывать. Вот, но наконец-то уже довязала, доделала. Связала уже даже 3 люльки, попробовала разные варианты и хочу вам предложить сегодня связать вот такую красивую люлечку вместе со мной. Кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. По материалам нам понадобится один моток основного цвета. Сразу расскажу про цвета, какие у меня ушли. Здесь у меня цвет вот такой, как зефир у производителя, в горошек. Этот цвет был лимитированный, и он назывался тюльпан. Здесь цвет 8 марта. Здесь цвет пыльная мята, основной. И во всех люльках дополнительный цвет и обвязка, да, капюшона. Это будет цвет пломбир. Один моток основного цвета и дополнительный моток. Это примерно 1/3 от мотка. Немного понадобится. Также понадобится нам деревянное донышко размером 31 сантиметр на 12,5. Толщина дна 4 миллиметра. С влагостойким покрытием. Деревянное донышко тоже от производителя пряжа Центр. Каркас деревянный по желанию, да, если тоже вам нужен вот такой каркас, куда можно поставить люльку. Тоже он деревянный, толщиной 4 миллиметра, размером 25 на 25 и на 15 сантиметров. Это специальный каркас деревянный для кукольных люлечек. Все это можно заказать у производителя пряжи Центр. Свой промокод на скидку 10% я оставлю вот здесь и внизу под видео. Можно заказать со скидкой. Посмотреть другие цвета, может быть, вам понравится. Есть вот очень интересные лимитированные коллекции, что появляется пряжа, вот очень красивые. Вот, поэтому можно туда зайти и посмотреть, что понравится вам. Также нам понадобятся маркеры, либо обрезки от пряжи, чтобы наметить, где у нас будут прибавки. Вот, и ручки, то есть нам понадобятся маркеры. Можно такие, можно взять обрезки, ножницы. Крючок основной это 8 миллиметров или 7 миллиметров, некоторые 6 миллиметров берут, каким вы привыкли вязать. Я вяжу 8, и когда капюшон перехожу, более плотный, вяжу для плотного вязания, потом беру 7 крючок. И дополнительный крючок, здесь будет 18 сантиметров, и по донышку 32 сантиметра. Мы сегодня с вами свяжем вот такую люлечку вместе. Вот, так как в процессе вязания я буду вам рассказывать, чем они отличаются между друг другом, да, как можно еще сделать. Берем деревянную заготовку, намечаем маркером. С этой стороны, вот где у меня пластмассовые маркера, отмечаем с этой стороны 31 отверстие, с этой стороны 31 отверстие, плюс еще здесь. Далее, если есть маркеры, либо можете наметить ручкой, отметить, где будем далее делать прибавки. 3 отверстия здесь будет прибавка, 3 отверстия прибавка. Также с другой стороны. Здесь отмечаем. Также, если остались хвостики, можно хвостиками, можно просто просчитать, да, и понять, где мы будем делать прибавки. Можно отметить себе, чтобы не запутаться. Для начала мы отмеряем хвостик, чтобы обвязать нашу заготовку соединительными столбиками.
примерно 25 сантиметров. Оставляем хвостик. Крючок для обвязки я беру поменьше, 4,5, чтобы крючок хорошо входил в отверстие. Раз, два, три, еще отступаю. В следующее отверстие завожу крючок. Хочу сразу показать. Вот эту люльку я делала капюшон больше. Чтобы сделать капюшон больше, я отступала на один столбик, сдвигала вязание. Тогда у меня капюшон здесь получился побольше. И, соответственно, когда обвязку я делала, я тоже уже с этим учетом уже здесь переделывала обвязку. Вот, то есть можно связать еще таким образом, чтобы капюшончик был немного больше. В принципе, мне нравится и этот вариант, и как смотрится тот вариант, который я вам предложу, и которую люльку мы с вами будем вязать вместе. Захватываю рабочую нить, вывожу, вставляю в следующее отверстие, захватываю рабочую нить, не хвостик, и вывела. Потом эту петельку мы с вами подтянем. Ничего страшного, что она у нас становится свободнее. И соединительными столбиками захватили, вывели, провели. Захватили рабочую нить, провели. Натяжение держим примерно одинаковое. Чтобы у нас косички были примерно одного размера. И таким образом мы в каждое отверстие с вами проходим соединительными столбиками. И последнее отверстие мы провязываем хвостиком. Захватываем наш хвостик, выводим на основную часть и вывели. Здесь подтягиваем за основную нить рабочую, вывели хвостик, заводим под обе дужки косички, захватываем и выводим серединку. Теперь вставляем крючок. Вот здесь у нас хвостик. Вставляем крючок в отверстие. Берем рабочую нить, захватываем. И делаем столбик без накида. Вот здесь можно отметить как начало ряда. Далее в следующую косичку вводим крючок, захватываем, делаем столбик. В каждое отверстие мы провязывали столбик без накида, где мы отмечали маркерами. Мы вставляем крючок вот здесь вот от основной, да, где мы высчитывали 31, 3 отступали, 3. Сюда мы провязываем 2 столбика, делаем прибавку.
один столбик, сюда же второй столбик. Сделали прибавку. Дальше идем одиночный, 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 прибавка. Где у нас отмечено, делаем прибавки. Но так как здесь нам нужно сделать прибавки и плюс один столбик, чтобы у нас получилось дополнительную одну прибавку сделать, чтобы у нас получилось всего не 74 столбика, а 75, для того, чтобы нам сделать рисунок, который мы будем вывязывать. Он будет по спирали, и для раппорта нам нужно провязать 75 столбиков, чтобы у нас всего получилось. Поэтому вяжем, где у нас отмечены маркером, и ближе к соединению можно сделать еще дополнительную прибавку. Если мы вяжем с вами, вы хотите, точнее, связать замкнутыми рядами, то на этот рисунок нам нужно четное количество петель. Я же буду показывать, как вязание по спирали. Поэтому нам нужно нечетное количество петель. Если же вы будете делать замкнутыми рядами, то, пожалуйста, обратите на это внимание и учитывайте, когда будете делать прибавки в донышке, что вам нужно четное количество. Прибавку я сделала. Вот здесь вот была прибавка, да, 1, 2, 3, 4, 5. И дополнительную прибавку сделала после 5 столбиков. Вот здесь у меня уже скоро будет соединение. Я провязываю последнее отверстие основной нитью. Провязала, сделала столбик, вывела его немножко больше нить. Завела под косичку, захватила. Вывела. Теперь вот здесь вот вывела, смотрим, где задняя часть от петли, завели. Здесь подтягиваем, можно оставить маленькую петельку, захватываем рабочую нить, выводим и вставляем крючок в эту маленькую петлю. Захватили рабочую нить, вывели. Сделали мы подъем, и теперь мы можем крючок поменять. Взять крючок, я беру 8 миллиметров. Вставляем в косичку, в перемычку, захватываем рабочую нить и выводим. Делаем столбик без накида и переход к стенкам нашей люлечки. В серединку косички, в перемычку, захватили, вывели ручками, поправили. Чтобы столбики ложились лицевой стороной, я кладу рабочую нить вот таким образом, изнаночной частью на пальчик. Захватываю и вывожу. Стеночки поправляю. Так мы идем до соединения. Первый ряд, переход от дна к стенкам мы провязали. Теперь переходим на второй ряд и будем вывязывать рисунок. Заводим под косичку верхнюю. Сделаем соединение. Теперь вставляем крючок в основание столбика без накида. Захватываем. Берем рабочую нить и выводим в основание. И получается у нас переход на второй ряд и вот такой длинный столбик. Его можно ручками поправить, чтобы он красиво лег. Вот. Сделали. Теперь начинаем вывязывать рисунок. Сейчас сделали воздушную петлю. Один столбик пропускаем и в основание следующего
Вставляем крючок здесь, чтобы в раскол был. Вставили крючок, захватили рабочую нить и вывели. Ручками здесь поправляем. Сделали воздушную петлю, один столбик пропустили, и в основании следующего делаем длинный столбик. И так мы идем до соединения. Воздушная петля, длинный в основании столбик. Так идем до соединения. У меня осталось 2 столбика из соединения. Не забываем сделать воздушную петлю, да, когда делаем большую галочку. И ручками поправляем, разравниваем, формируем форму нашей люльки. Вот, все разравниваем. Далее я провязываю длинный столбик в основании. И потом мы пойдем уже вязать третий ряд по спирали. Вот здесь я провязала длинный столбик, воздушную петлю сделала, и смотрим вот здесь, где у нас маленький столбик между двумя длинными галочками, буду провязывать длинный столбик. Вот таким образом. Длинный столбик провязала, сделала воздушную петлю, длинный столбик. В шахматном порядке мы вяжем. Воздушная петля, длинный столбик. И так идем до конца ряда. Заканчиваю третий ряд, и далее у нас уже все будет сходиться. Длинный столбик пропустили, длинный столбик, все в шахматном порядке, так как мы уже вяжем по спирали. Заканчиваю третий ряд, перехожу на четвертый. Здесь, где мы делали длинный столбик, да, только я захвачу здесь, возьму ниже, провяжу длинный столбик. Вот таким образом провяжу. Воздушная петля. Здесь пропустили большой и вяжем уже сюда длинный. Вот так у нас получилось. Ручками разравниваем, поправляем и идем далее по рисунку. Так провязываем еще четвертый, пятый ряд, и далее я буду менять цвет, буду брать цвет пломбир и вязать галочки в другом цвете. Осталось мне провязать еще один столбик в пятом ряду, но буду захватывать уже нить здесь в цвете пломбир. Здесь подтягиваю. И далее 6-7 ряд я уже буду вязать в цвете пломбир. По такому же принципу, только в другом цвете.
Получается 6-7 ряд вяжем уже в цвете пломбир. Кончики можно прятать по ближайшим петелькам. В принципе, как мы обычно это делаем. В ближайшие петельки мы все протягиваем и прячем. Также белую ниточку. Довязываю 7 ряд. Мне осталось провязать еще один столбик. Но уже буду захватывать нить основного цвета, чтобы 8 ряд мне уже вязать в основном цвете. Здесь подтягиваем столбик, разравниваем. Отрезаем хвостик. И 8 ряд начинаем вязать. Делаем столбик без накида под косичку. Далее делаем длинный столбик. Опять делаем столбик без накида под косичку. То есть воздушные петли мы столбики уже не делаем, а провязываем вместо воздушной петли, провязываем столбик без накида. А здесь длинный столбик. Все так же само, только вместо воздушной столбик без накида. И так идем до конца ряда. Провязали ряд. А теперь намечаем, где наши будут ручки и капюшон нашей люльки. Все хвостики можно уже спрятать. Капюшон будет 23 столбика. 23. И сразу намечаем маркеры. Здесь будет расстояние 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков между маркерами. Здесь аналогично 7 столбиков будет. Ручки наметили. Теперь я возьму крючок 7 миллиметров, чтобы сделать капюшон люльки более упругий и плотный. Поэтому возьму крючок поменьше. Делаем воздушную петлю. Пропускаем по рисунку, когда вязали с воздушной петлей. И так идем до ручки. С воздушной петлей вяжем. Здесь останется у нас, чтобы воздушную петлю здесь неудобно будет, мы провяжем столбик без накида, низкий сделаем. Провязали. И теперь будем возвращаться соединительными столбиками. Хочу сказать о капюшоне. Капюшон можно тоже вязать по-разному. Мы с вами сейчас вот вариант в розовом, да, и в принципе вот здесь в пыльной мяте, да, где цвет, я вязала одинаково. То есть как я вам буду показывать. Будем возвращаться и заново вязать. Можно вязать по-другому. Вот здесь вот, но здесь пряжа пестренькая, не очень хорошо видно. Здесь я просто возвращалась, так как у нас рисунок не особо прихотливый, да, так скажем, не особо будет видно. Я здесь возвращалась, вязала поворотными. Я здесь вязала поворотными рядами. То есть я не возвращалась, да, соединительными столбиками, как буду показывать, а сразу шла по рисунку. Прошла, потом обратно пошла, сразу рисунок вывязывала. Вот. Но здесь мне больше понравилось, что здесь это смотрится, во-первых, чуть выше, так как, да, у нас соединительные столбики все равно чуть-чуть задают высоту, и более плотная получается капюшон, более плотный получается.
Вот, то есть можно и так, и так. Этот вариант мне понравился больше, поэтому буду показывать именно его. Здесь мы будем захватывать часть от петли и выводить в петлю на крючке. И такими соединительными столбиками за часть от петли мы идем до маркера. Потом ручками можно немножко прижать, чтобы не так виден был этот переход. И можно еще сделать тоньше ниточку, немножко ее потянув. И таким образом идем до маркера, сильно не затягивая петли. Достаточно свободно, чтобы нам потом распрямить и не затянуть капюшон. Провязали мы до конца. Здесь мы делаем столбик без накида, так как здесь воздушную петлю неудобно будет провязать. Сюда провязываем длинный столбик. Идем также мы по рисунку, только с воздушными петлями. Здесь воздушная петля. Здесь длинный столбик. Идем до маркера. Провязали длинный столбик в конце и возвращаемся. За часть от петли захватили, прям в косичку вставили крючок, захватили и в петлю на крючке вывели. В косичку захватили, вывели. Можно ниточку также здесь потянуть, чтобы по ширине она у нас стала меньше, тоньше. Все. И соединительными столбиками также идем до начала нашего капюшона. Здесь я полностью провязала и за часть от петли тоже захватила, чтобы сделать соединительный столбик, вернуться. И здесь сделаем воздушную петлю, петлю подъема, так как нам здесь нужно сделать воздушный длинный столбик без накида. Поэтому воздушную петлю сделали, чтобы удобно было здесь сделать длинный столбик. Воздушная петля. И также идем теперь опять до конца капюшона. И так как у нас здесь соединительные столбики, да, вот здесь вот ряд видно, вводим крючок вот под сами эти соединительные столбики. В принципе, как мы и вязали. То есть под самый низ, да, в начало мы вставляем крючок. И таким образом у нас получается вот сюда. Да? В конце провязали столбик без накида. Теперь сделаем воздушную петлю, чтобы нам опуститься вниз, где маркер, сделать длинный столбик. И в петлю на крючке. Здесь будет начинаться ручка. Угу. Провязываем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем, где у нас стоит маркер, тоже провязываем длинный столбик. Далее идем мы низкий столбик, и длинный столбик без воздушных петель. Провязываем так по рисунку.
с низким столбиком. Итак, мы идем до следующего маркера. Дошли мы до следующего маркера. Вставляем крючок, делаем длинный столбик. В принципе, уже можно все маркеры снимать. Сюда мы потом провяжем тоже длинный столбик. Сделали. И набираем 13 воздушных петель. 13 провязали. Вставляем крючок. Делаем длинный столбик и выводим в петлю на крючке. Сделаем воздушную петлю, петлю подъема, чтобы удобнее было здесь сейчас соединить. Под косичку вводим крючок, делаем столбик без накида. Сделали. Далее сюда провязываем длинный столбик. И сейчас будем вязать без воздушных петель, с низкий столбик, длинный столбик. Вот. Низкий столбик без накида и длинный столбик. И так мы идем до следующей ручки. Подходим мы к окончанию капюшона. Здесь делаем длинный столбик. Здесь у нас был короткий столбик, мы провязали. Мы здесь делаем длинный. Провязали длинный столбик. Здесь мы делали воздушную петлю, да, чтобы спуститься было удобно. Сюда мы провяжем вот прям под косичку, вот сюда, чтобы перемычка была здесь. Я провяжу столбик без накида и сразу под ручку введу крючок и буду делать обвязку ручки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, чтобы получше закрыть, 14. Провяжу 14 столбиков. Вот такая ручка у нас получилась, высокая. Теперь мы делаем обвязку люльки под косичку. Сюда будем вводить крючок, захватывать рабочую нить и выводить под косичку и вывели. Соединительными столбиками мы сейчас идем до следующей ручки. Примерно натяжение одинаково держим косички, чтобы были одинаковые. Идем до ручки. Провязала соединительными столбиками. Теперь также мы под ручку вводим крючок и делаем, как и там, 14 столбиков без накида, тем самым обвязываем ручку. 14 столбиков провязали. Ниточку теперь обрезаем, выводим на лицевую часть. И теперь заводим на изнаночную сторону, нужно увести, находим перемычку и в серединку косички. Захватываем ниточку, захватили и вывели на изнаночную часть. Так, вывели. Можно по ближайшим также сейчас пройтись и спрятать.
делаем красивое завершение, капюшон. У нас получится от этой косички вот до этой косички 25 столбиков. Одна это у нас будет середина 24, то есть 12 с одной стороны и 12 с другой стороны. Заводим крючок. Захватываем. Делаем столбик без накида и в эту же точку под косичку делаем второй столбик без накида. Провязали. Соединительный столбик под следующую косичку. Сюда вяжем столбик без накида плюс воздушная петля и сюда же столбик без накида. Соединительный столбик и один столбик пропускаем, в следующем вяжем полустолбик с накидом под косичку, 3 на крючке и через 3 мы вывели и сделали столбик с накидом. Сделали накид в эту же точку и через 2 вывели, 2 на крючке, через 2 вывели. Сюда провязали столбик без накида, пропустили и в следующую точку мы вяжем 4 столбика с накидом. Раз, два, три. И сюда же 4. 4. 4 провязали, 1 столбик пропустили, под следующую связали столбик без накида. Следующий пропустили и вяжем, где маркер. Маркер теперь снимаем. В серединку мы вяжем полустолбик с накидом, полустолбик, через все вывели, столбик с накидом, 2, 2, столбик с 2 накидами, 2 на крючке, сюда же вывели, крючок завели, точнее в эту же точку, вывели через 2, вывели через 2, и вывели через 2. В эту же точку мы делаем опять столбик с 2 накидами. Теперь столбик с 1 накидом. И полустолбик с накидом. И теперь мы идем в обратном порядке. Пропускаем 1 столбик. Вот он здесь 1 столбик. Делаем столбик без накида. Опять пропускаем столбик, вяжем 4 столбика с накидом. Под косичку 4 делаем. Раз, два, три, 4 в эту же точку. Так, 4, 4, 1 пропускаем, делаем столбик без накида, потом вяжем столбик с накидом в следующую, полустолбик с накидом, сделали накид и вывели через все петли на крючке. Так,
одну пропустили, сделали соединительный столбик, сразу вывели. Следующий столбик без накида плюс воздушная петля, столбик без накида, соединительный столбик, и 2 столбика без накида. Вот так. Все, у меня как раз ниточка закончилась. Маленький кусочек был. Под косичку ввели крючок, захватили и вывели. Теперь нашу корзину, все кончики спрятали, нашу корзину хорошо отпарили. Берем мокрую хлопковую ткань, хорошо проходим, все распрямляем, ручки поправляем, распрямляем аккуратно. Все веера где-то подтягиваем, чтобы сделать рельеф более эффектный. Где-то наоборот вниз можно поправить. Здесь косичку я обычно ручками делаю меньше. Я ее сужаю, вот так вот, прохожу хорошенечко и ждем, чтобы корзина полностью высохла. Как вы ее сформируете и оставите до полного высыхания, такая она у вас и будет. И все столбики, где вам хочется поправить их, поправьте, чтобы все это красиво смотрелось. Спасибо, девочки, за просмотр. Надеюсь, у вас все получится. До встречи в новых видео и всем пока-пока!